Они потеряли своего единственного сына. Вместе с именем Руслана бок о бок со мной идет мой дядя. И я не могла расслабиться. Ты ненавидишь то, в чем ты не принимал участие, и ты ненавидишь тех, кого не знаешь и никогда не видел. С чувством того, что война взяла меня за руку, и она меня держит. Я не хочу больше жить в состоянии, что, может быть, завтра начнется война. Но почему ты решила все-таки прийти в этот проект? Нужно дать шанс всем. Нужно увидеть в человеке человека. А уже потом нацию, должность, возраст. Это самое главное. Это то, что спасет нас всех. Привет, с вами снова я, Сергей Ависба, и сегодня мы продолжим узнавать о проекте, который реализуется в Абхазии фондом «Мир без насилия» имени Зураба Ачба совместно с немецким фондом «Бергов». В прошлых видеоинтервью мы познакомились с фасилитаторами нашего проекта, а теперь мы поговорим непосредственно с участниками и узнаем, что привело их в проект и почему они решили остаться в нем. Сегодня мы познакомимся с участником воркшопов в городе Сухум. Руслана Гергидава родилась в Тамыше через 4 месяца после окончания войны. Не каждый ребенок этого времени смог найти себя и реализовать в этой жизни. Но у Русланы это получилось. Она мать двоих детей, научный сотрудник, а также экскурсовод, создавший свою туристическую фирму и такое новое, но уже успевшее полюбиться многим направление, как внутренний туризм. Но давайте все же встретимся с ней лично и услышим от нее историю ее жизни и об участии в проекте по налаживанию мирного диалога. Реверс. Здравствуй, Руслана. Привет. Нестандартное имя для девушки, Руслана. Расскажи, откуда оно? Меня назвали в честь дяди, который погиб во время войны. Это единственный сын моей бабушки. И, знаете, это имя, которое я ношу с гордостью, но это очень тяжелое время, которое я вот несу уже 27 лет. Это имя для многих моих родственников стало некой иконой, потому что вместе с этим именем мне передалось в наследство часть воспоминаний о моем дяде. И я родилась в феврале, а в сентябре дяди не стало. То есть он умер в 93-м году, буквально накануне Победы, а я родилась в феврале 94-го года, буквально через 4 месяца после окончания войны. И вы представляете себе состояние моей семьи? Они потеряли своего единственного сына, наследника, дом опустел. И тут в доме рождается ребенок, и понятно, что огромный шквал эмоций был направлен в мою сторону. И я это чувствовала, я это всегда чувствовала. Я понимала, что вместе с именем Руслана бок о бок со мной идет мой дядя. Всю мою жизнь мои родители, моя бабушка говорила о том, что не опозорь имя дяди. Вы представляете себе, маленький ребенок. Что я чувствовала в этот момент? То есть я не могла расслабиться. Я росла с чувством того, что я не должна опозорить имя человека, который отдал жизнь за свою родину. Но я же ребенок, да, мне хотелось прыгать, бегать, делать какие-то шалости, как это делали все дети. И в какой-то момент я стала это все дико ненавидеть. Мне стало очень обидно. И естественно, что в такой среде, при таких условиях, ребенок не может расти добрым. Я была злым ребенком, именно в направлении грузинской нации, скажем так.
Вы представляете, расти с детства, где постоянно по телевизору показывают видеохронику войны. И когда показывали именно дядю, меня вот так сажали, смотрели, говорили: смотри, ты должна быть такой же. И в этот момент ты начинаешь очень сильно ненавидеть это все. Просто появляется такое чувство: почему я? Почему я должна вот это все нести на себе, когда я хочу быть обычным ребенком? Наверное, это не родственники, не родители. Родители меня растили добрым ребенком. От моей матери, которая похоронила своего единственного брата, она безумно сильно его любила, она восторгалась им. Я никогда от своей матери не слышала о том, что она говорила: грузины плохие, Грузия это такая вот нехорошая там республика. Никогда моя мама этого не говорила. Мама говорила всю жизнь слова, которые для меня были, знаете, как таким неким законом, что нет плохой нации, есть плохие люди. Моя бабушка, которая похоронила единственного сына, он умер у нее буквально на руках. Она старалась оберегать меня от этого всего, она старалась каким-то образом создать такие условия, чтобы мы не почувствовали то, что мы живем в трауре. Но все мое детство прошло в черном цвете. Я никогда не видела в детстве что-то яркое, поверите? То есть я выросла, я пошла в школу, когда вся моя родня, все мои родственники были в трауре. Но в этом нет виноватых. Тогда так получилось. И к этому я тоже пришла. Я долгое время искала виноватых, до того, как не пришла к вам в проект. Я знаю, ты очень долго отказывалась от участия в проекте. Почему? Ну, наверное, я должна была к этому прийти сама. На то были различные факторы, которые больше были связаны с семьей. То есть, что скажет мама, папа, бабушка. Хотя меня очень часто приглашали, и, конечно, мне было приятно. Но все же вот некое такое общественное мнение, вот эти наши стереотипы о том, что ну как это так, да, что скажут, они меня, конечно, останавливали. Я боялась в первую очередь того, что это не примет моя семья. И мне нужно было время для того, чтобы решиться. Но правильно же говорят, что когда решаешься на что-то нестандартное, получается что-то очень интересное. Получилось. Но почему ты решила все-таки прийти в этот проект? И самое главное, почему ты осталась продолжать в нем участвовать? Война искалечила все мое детство. Она уничтожила все самое прекрасное, что мог дать мне этот юный возраст. И я хотела разобраться, кто виноват, в чем причина. И самое главное, я хотела услышать другую часть, да, другую историю. Я хотела понять, может быть, есть какие-то детали, которые я упустила. Я не хотела найти виноватых, потому что это как-то, наверное, было бы абсурдно с моей стороны. Но я понимала, что я получу те ответы, которые немного меня успокоят. Я хотела посмотреть на призму войны не с точки зрения того, что я абхазка. Я хотела разобраться в том, что могло произойти. Я хотела посмотреть на людей с той стороны не как на грузин, а как на людей. И найти свои ответы. И я их нашла. И мне стало действительно легче, намного легче. Я отпустила вот этого злого ребенка, который все детство ненавидел все и всех. Это очень сложно, когда ты живешь, растешь с огромной ненавистью. Ты ненавидишь то, в чем ты не принимал участие, и ты ненавидишь тех, кого не знаешь и никогда не видел. Это сложно, очень сложно. Ты сказала, что на войне погиб твой дядя. Он был единственным сыном твоей бабушки. И мне интересно, как она отнеслась к тому, что ты участвуешь в проекте, как она отнеслась к тому, что ты общаешься с грузинами. Наверное, этот момент был самым сложным для меня. Первоначально, когда начались воркшопы, они были как бы вживую, когда мы еще не попали под ограничительные меры, и это было безумно интересно. Когда мы собрались на первых воркшопах, и мы слушали интервью, я первый раз задумалась. То есть я первый раз не просто выслушала, а именно прислушалась. И в этот момент, когда мы прослушивали интервью людей, которые были связаны с войной или пережили каким-то образом ее, я вспомнила слова своей бабушки. И только в этот момент в каждом ее слове я начала вспоминать посылы, что она пыталась нам донести тем самым. И именно в этот момент я поняла, что она меня поймет. В скорости мы перешли уже на онлайн-режим, и встречи стали уже проходить в формате Zoom. И когда организаторы сказали о том, что там, вот завтра мы подключаемся с грузинской стороной,
И я ждала с нетерпением. Я хотела услышать ребят своего возраста, которые также попали под послевоенное время, которые пережили все то же самое, что пережила я. И когда мы с ними встретились на онлайн-площадке, я увидела обычных людей. То есть я их рассматривала через призму не национальности, а именно через призму такого же молодого человека, как и я, у которых есть такие же проблемы, такие же вопросы, и они хотели найти ответы так же, как пыталась найти их я. Я помню, мы с ней сели, и я говорю: бабуль, я хочу тебе что-то рассказать. Она говорит: что? Я говорю: я вот начала участвовать в одном проекте, он связан с войной, с воспоминаниями о войне, и самый главный, говорю, акцент мы делаем на то, чтобы создать возможные условия для диалога. И вот недавно, говорю, я вот вышла на первую онлайн-конференцию с грузинской молодежью. И я вот смотрю, знаете, на ее лицо, и я испытываю страх, я жду, что же она скажет. Я безумно боялась критики, и она мне сказала: молодец, молодец, что ты это сделала. Потому что если бы мой сын и ребята его возраста также бы сели и говорили бы, может быть, войны бы не было. И тогда она сказала, что разговорами можно решить все. И я поняла по ее взгляду, по ее словам, что она не хочет, чтобы я закончила так же, как закончил ее сын. Да, он для нас невероятно авторитет, но после того, что сказала моя бабушка, я поняла, что она не хочет, чтобы что-то подобное повторилось. И она понимает, что любой конфликт можно решить. И для меня это были очень важные слова. Мне стало намного легче. Это какое-то некое чувство свободы, которое я испытала, она как будто дала мне добро, разрешение. Продолжай. Можешь ли ты сказать, что простила грузин? И как видишь наше будущее? Ну, наверное, я простила то время. Я простила то время и людей, которые жили в то время. Время было очень сложным. Во всех отношениях. Мне сложно сказать, могу ли я простить хоть кого-то за свое детство. Вы представляете, я никогда не видела свою бабушку без траурной косынки. Я никогда не видела, чтобы моя бабушка танцевала. Я никогда не видела, чтобы моя мама пела, смеялась во весь голос. Это очень сложно принять. Но для себя я вынесла один очень важный урок, что иногда нужно наступить себе на горло. Иногда нужно дать человеку второй шанс. И, наверное, нужно дать шанс всем, абсолютно всем. Я, наверное, буду тем человеком, который первый сядет за стол переговоров, потому что я не хочу, чтобы мои дети, чтобы поколение, будущее поколение Абхазии перенесли то, что перенесла я в детстве. Жить и расти в послевоенном мире сложно. В такое время могут вырасти очень сильные люди, очень целеустремленные люди, или могут вырасти злые, отчужденные люди. И, к сожалению, представители моего поколения, вот мы послевоенное поколение, у меня очень много друзей, которые не смогли состояться. Они остались там, в этом сложном времени, послевоенном. Они живут вот в невероятном чувстве злости, враждебности. И это не придает им чувства счастья, свободы. Они остались вот в этом времени. Времени, когда было все плохо, когда всего не хватало, и мы жили в состоянии того, что может начаться война. Я не хочу больше жить в состоянии, что, может быть, завтра начнется война. Я не хочу растить своих детей в таком обществе. И самое главное, наверное, самая главная суть этого проекта — вынести какой-то посыл. И для меня самый главный посыл — видеть в любом человеке, в первую очередь, человека. А уже потом нацию, должность, возраст, там, все остальное потом. Сначала нужно увидеть в человеке человека. Это самое главное, это то, что спасет нас всех, на мой взгляд. Я благодарю тебя. Спасибо вам большое.